Ледяной шторм в США. Полстраны в ледяном мешке. В субтропических штатах температура опустится до минус 20 градусов. Трагедия в Миннесоте. Демократы и часть республиканцев угрожают Трампу новым шатдауном и лишением финансирования целых министерств, если он не угомонит миграционную службу. В Вильнюсе отметили годовщину январского восстания Польши, Литвы, Беларуси и Украины. Зеленский в речи сравнил права белорусов и шпица Лукашенко. Большая армейская чистка в Китае. Похоже, Си Цзиньпиню будет не с кем захватывать Тайвань. Французы отконвоировали в свой порт захваченный российский танкер. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Половина США сейчас в ледяном плену. Мощнейший холодный фронт накрыл страну. Дожди, затем снижение температуры, снег, метель и вновь ледяной дождь. После такого набора погодных условий улицы и дороги заблокированы, целые кварталы завалены сугробами. Чрезвычайное положение объявлено почти в 20 штатах. Власти настоятельно просят людей оставаться дома. Из-за непогоды уже отменены более 13 тысяч авиарейсов. Аэропорты пусты, пассажиры замерзают в залах ожидания. Электричества лишились 730 тысяч человек, и это число продолжает расти. Больше всего пострадали Миссисипи, Теннесси, Техас и Луизиана, где температура в ближайшие дни может опуститься до минус 20 градусов. Для штатов, находящихся преимущественно в субтропической зоне, это настоящая катастрофа. В Нью-Йорке из-за холода уже 3 погибших. В Вашингтоне за ночь выпало 30 сантиметров снега. Метеорологи предупреждают, это может стать самым сильным зимним штормом с 1993 года. В отдельных районах на севере страны температура может опускаться до минус 30 градусов по Цельсию и ниже. В Вильнюсе сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные 163-й годовщине январского восстания 1863 года. Это событие, которое объединило судьбы нескольких народов, в том числе Литвы, Польши, Украины и Беларуси. В Вильнюсе по случаю памятной даты собрались президенты Литвы, Украины и Польши. Президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую литовский лидер Гитанас Науседа с супругой встретили у входа в президентский дворец. Позже к ним присоединился президент Польши, король Навродский. Все вместе они возложили цветы и посетили молебен в кафедральном соборе Вильнюса по случаю этой исторической даты. После молебна Зеленский в своей речи обратил внимание на отсутствие белорусского лидера среди собравшихся и на то, что Беларусь остается тесным союзником России в войне против Украины. Пока белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси, к сожалению. В 2020 году был шанс это изменить. И, я уверен, будет еще шанс. Но тогда поддержки для белорусов просто не хватило. А теперь мы все ощущаем, насколько сложнее, дороже и опаснее стало для всех из-за зависимости Беларуси от Москвы. Зависимость, которая не становится меньше. Операторы российских реактивных шахедов ведут огонь по Украине, в том числе с территории Беларуси. Связь для ударов поддерживается с территории Беларуси. Россия использует Беларусь как полигон для шантажа Европы и мира орешниками. Промышленность в Беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают Путину закупать компоненты, необходимые для создания угрозы против всех нас в Европе. Именно поэтому для Европы важно не потерять ни один из народов, которые живут свободой. Именно поэтому для Европы критично не терять время. Именно поэтому мы все в Европе каждый день должны работать на сильную Европу. В итоге история наказывает тех, кто остается в стороне. Во многом войны XX века — это следствие безразличия сильных мира сего в XIX столетии. Война России против Украины и другие российские войны против Молдовы, против Чечни, против Грузии — все это последствия безразличия к правде наших народов, правде, которую наши люди ощущают, и безразличию, которое проявили ключевые государства мира в конце советского времени.
В 90-х годах и в начале 21 века, когда они сделали ставку на Россию, на перезагрузку с Россией, которая на самом деле стала перегрузкой для всех нас. Сейчас мы стараемся сделать все, чтобы наших совместных действий хватило для реальной защиты Украины, а значит и Европы. Помощь Польши Украине после 24 февраля беспрецедентна за всю историю наших народов. Литва с нами и тоже на беспрецедентном уровне. Все балтийские государства с нами. Северная Европа, Германия — один из самых весомых защитников жизни. Франция, Великобритания, они с нами. Центральная Европа, почти вся с нами. Италия, Испания и Португалия, все государства Южной Европы с нами. Румыния и Молдова. В 1863 году повстанцы даже мечтать не могли о таком единении. А сейчас это единение работает. Евросоюз есть. И он становится сильнее с каждым годом. Соединенные Штаты, Канада, Япония с нами. И наш призыв, чтобы это единение было эффективным на 100%. Не наполовину, не на несколько месяцев в году, не до следующих выборов в той или иной стране Европы, а на 100% эффективно. Не столько, сколько не жалко, не столько, сколько можем, а столько, сколько сработает. Так, чтобы угроз Европе и каждому из наших народов просто больше не существовало. Но почему именно январское восстание 1863 года стало такой значимой страницей истории для поляков, литовцев и украинцев? 22 января 1863 года в царстве польском был опубликован манифест, призывавший к вооруженному восстанию против царского господства. Это был не просто локальный мятеж. Восстание вылилось в масштабное национальное движение. В восстании участвовали около 200 тысяч человек. Поляки, литовцы, белорусы и украинцы. Многие из них были обычными людьми, крестьянами, ремесленниками, горожанами. Это восстание носило характер партизанской войны. Повстанцы не имели современного вооружения и регулярной армии, но вели борьбу малыми отрядами в лесах и полях. Они провели более 1200 боев и стычек с хорошо оснащенной имперской армией. Несмотря на вдохновляющий порыв, исход оказался трагичным. Около 20 тысяч добровольцев не пережили сражений, а сотни были казнены по приказу Александра II в Варшаве и Вильнюсе. Для Польши и Литвы январское восстание стало не только символом борьбы, но и фундаментом национальной идентичности. Как отметил польский президент на торжествах, кровь тех, кто поднял восстание, сформировала чувство независимости и суверенитета, которое в итоге привело к восстановлению польского государства после Первой мировой войны. В Миннесоте судья выдал временный запрет, который запрещает федеральным агентствам уничтожать или изменять любые доказательства, связанные со стрельбой в Миннеаполисе. Это касается как материалов с места происшествия, так и тех, что находятся под контролем федеральных властей. В приказе также назначено слушание на понедельник. Запрет действует до его рассмотрения. Решение стало частью иска прокуратуры округа Хеннепин и Бюро уголовного розыска штата Миннесота против администрации президента Трампа и ряда федеральных агентств. В иске говорится, что чиновники мешали государственным властям осмотреть место стрельбы и могли изъять доказательства, поэтому суд вмешался, чтобы предотвратить уничтожение или сокрытие улик. Новые подробности трагедии в Миннеаполисе, где агенты пограничной службы застрелили еще одного американца, оказавшегося поблизости. Инцидент сняли очевидцы. На видео видно, как агенты пытаются задержать Алекса Претти на улице, когда он снимал их действия на мобильный телефон. Журналисты CNN покадрово проанализировали все доступные видеозаписи с разных ракурсов и пришли к выводу, что один из агентов достал оружие из-под Претти всего за секунду до того, как прозвучал первый выстрел. За этим последовало как минимум 9 выстрелов. На видео не видно, чтобы Претти сам использовал оружие. Он держал только телефон и, возможно, тянулся к бутылке с водой. Пограничная служба утверждает, что агент стрелял, опасаясь за свою жизнь, и что Претти жестко сопротивлялся при попытке разоружить его. Медики оказали помощь, но Претти умер на месте. Вот как комментирует трагедию министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Она назвала действия погибшего актом внутреннего терроризма. К сотрудникам пограничной службы США приблизился человек с полуавтоматическим пистолетом калибра 9 мм. Офицеры попытались обезоружить этого человека, однако вооруженный подозреваемый отреагировал агрессивно. Опасаясь за свою жизнь и за жизни находившихся рядом коллег, один из агентов произвел защитные выстрелы.
Медики немедленно прибыли на место и попытались оказать медицинскую помощь данному лицу, однако он был признан погибшим на месте. У подозреваемого также были 2 магазина с боеприпасами, в каждом из которых находились десятки патронов. Документов при нем не было. Это выглядит как ситуация, в которой человек прибыл на место с целью причинить максимальный вред людям и убить сотрудников правоохранительных органов. Этот человек явился, чтобы воспрепятствовать правоохранительной операции и напал на наших офицеров. Они действовали в соответствии со своей подготовкой и приняли меры для защиты жизни офицера и людей вокруг него. И я не знаю ни одного мирного протестующего, который приходит с оружием и боеприпасами, а не с плакатом. Это насильственный бунт, когда кто-то приходит с оружием и использует его для нападения на сотрудников правоохранительных органов. Мы продолжаем следовать тем же самым протоколам, которым следовали всегда, поэтому расследование продолжается. Мы продолжаем собирать факты по мере их поступления. И мы будем действовать так же, как действовали на протяжении всей администрации Трампа и при предыдущих администрациях. Ничего не изменилось. Мы будем продолжать публиковать детали по мере их появления. Но я хочу, чтобы вы не отвлекались от фактов этой ситуации. Наши сотрудники правоохранительных органов находились там, выполняя адресную операцию против человека, который находился в этой стране нелегально и имел судимость за домашнее насилие с намерением причинить телесные повреждения, а также другие приговоры. Этот человек вмешался в их правоохранительную операцию, напал на офицеров, имел при себе оружие и несколько десятков патронов, намереваясь причинить вред этим офицерам, появившись там, размахивая оружием и препятствуя их работе. Это не утверждение. Это факты. Факты данной ситуации. Этот человек явился на правоохранительную операцию с оружием и десятками патронов. Он пришел не для мирного протеста, он пришел, чтобы совершать насилие. И его призывал прийти и продолжать сопротивление губернатор, который безответственен и имеет долгую историю коррупции и лжи. Когда вы осуществляете насилие против правительства по идеологическим причинам и с целью сопротивления и продолжения насилия, это и есть определение внутреннего терроризма. Этот человек, который пришел с оружием и боеприпасами, чтобы остановить правоохранительную операцию федеральных правоохранительных органов, совершил акт внутреннего терроризма. Это факты. Это тот же протокол, которому мы всегда будем следовать. Кто вообще может доверять губернатору Уолтсу на данный момент? Этот человек выступал и поощрял сопротивление. Он отказался сотрудничать с нами. Он пожертвовал безопасностью и благополучием своих граждан, выбрав сторону людей, которые нарушают закон, воруют деньги и совершают насилие. Он сделал все это и ранее поддерживал администрацию, которая допустила вторжение в нашу страну. Нам нужно сотрудничать с теми, кто действительно понимает, что закон есть закон. И в Соединенных Штатах мы будем обеспечивать безопасность людей. Кем же был погибший? Прети был медиком. Работал в отделении интенсивной терапии. Агенты пограничной службы настаивают, что задерживали мужчину-нелегала с криминальным прошлым. Однако на видео видно, что Прети пытается защитить от сотрудников пограничной службы женщину, когда один из агентов толкнул ее на землю. На видео видно, что ситуация быстро вышла из-под контроля. Сначала Прети стоял с телефоном, снимал происходящее и пытался удержать людей от опасных действий. Потом несколько агентов собрались вокруг него, завязалась борьба, Прети оказался на земле и началась стрельба. Наши агенты очень хорошо подготовлены. Они прошли одни из лучших федеральных тренингов по правоохранительной деятельности, которые лучше, чем у большинства полицейских управлений и многих федеральных агентств. Наши агенты точно знают, что делают. В этом случае один из вовлеченных агентов был инструктором по огнестрельному оружию и инструктором по применению силы, то есть у него было еще больше подготовки, чем у обычного агента. Он фактически обучает этим программам других, поэтому он точно знал, что делает. Он сделал все необходимое, чтобы защитить себя и своих коллег сегодня утром. Мы поддерживаем его, полностью стоим за ним. Проблема в том, Джо, что леволиберальные СМИ все исказили. Они не хотят, чтобы общественность узнала о хорошей работе наших агентов, которые задерживают этих преступников, убийц, насильников, грабителей. Вместо этого они выпускают риторику, которая заставляет агитаторов выходить с ложной информацией, что мы якобы похищаем граждан США, арестовываем их. Ничего подобного нет. Мы идем за самыми опасными, а они мешают нам. И вот эти видео, камеры, платные протестующие, все это происходит на наших глазах. К сожалению, они продолжают распространять эту ложь, из-за чего наши агенты выглядят плохо и подвергаются нападениям. Например, недавно агент H.S. Irving едва не потерял палец. Вот с чем мы сталкиваемся.
Пол, по вашему мнению, почему именно леволиберальные активисты и некоторые демократические политики сосредоточили внимание на пограничной службе и ICE? Почему не на других государственных агентствах? Американцы голосовали за Трампа, потому что хотели самой масштабной массовой депортации в истории страны, и он это выполняет. Все, что делает Трамп, они пытаются остановить, чтобы показать единство против него. Неважно, что он делает, они идут против него, потому что понимают, все это делается для охраны границ и защиты американцев, и они это ненавидят. Они против правоохранителей, против ICE и пограничной службы. Мы это знаем. Они ненавидят всех. Сенатор Билл Кэссиди, республиканец от Луизианы, призвал к полному расследованию того, что случилось в Миннеаполисе. Кэссиди присоединился к хору демократов-законодателей, задающих администрации Трампа крайне неудобные вопросы об убийстве федеральными агентами Алекса Претти. События в Миннеаполисе чрезвычайно тревожны. Авторитет ICE и DHS находятся под угрозой. Должно быть проведено полное совместное федеральное и государственное расследование. Мы можем доверить американскому народу правду. Тем временем демократы в Сенате уже объявили, что заблокируют все бюджетное финансирование Департамента внутренней безопасности, которым руководит Кристи Ноэм, и сотрудники которого застрелили 2 человек в Миннеаполисе, начиная с Нового года. Министерства обещают полностью лишить всех денег, пока не будет проведено надлежащее независимое расследование случившегося и не будут приняты соответствующие решения. Эта угроза может означать, что в США начнется очередной шатдаун. Сейчас правительство США финансируется на основе хрупкой договоренности, достигнутой между республиканцами и демократами минувшей осенью. Наше послание действительно ясное и прямое. Нам нужно, чтобы ICE ушла из Миннесоты. Они не делают мир безопаснее. Трагическое убийство сегодня утром, которое люди видели на видео, наглядно показывает, что они делают нас менее безопасными. Это полностью выходит из-под контроля, полностью нарушает баланс. И теперь 3 человек были застрелены, 2 из них погибли из-за ICE. Одна — Рене Гуд, мать 3 детей, и теперь Алекс Претти, 37-летний житель Миннеаполиса, гражданин, медбрат. Сейчас я надеюсь, что администрация Трампа слушает, а в основном я надеюсь, что наши республиканские коллеги слушают, и что они вмешаются, даже если это за закрытыми дверями. Если они сделают эти звонки и скажут, мы должны прекратить это сейчас и вывести этих людей из Миннесоты, чтобы местные правоохранительные органы могли выполнять свою работу. И я дам некоторым моим коллегам ответить на это. Шеф, я думаю, что в этом году в городе было только 3 убийства. Верно? 2 из них — ICE. 3 убийства. 2 из них были совершены ICE. Поэтому помощь, о которой мы просим ТС, это немедленная остановка операции Metro Surge. Это предотвращает массовый приток агентов, который очень затрудняет нам выполнять нашу работу в городе так, как нужно, и нам нужно продолжать обычную ежедневную правоохранительную деятельность. Итак, независимо от вашего происхождения или идеологии, это должно вызывать у вас глубокую озабоченность, независимо от того, в каком городе Америки вы находитесь, потому что следующий может быть ваш город. Ваши свободы и права могут быть принесены в жертву из-за того, что делает эта администрация. Продолжается громкий скандал с арестом высшего командования китайской армии. Напомним, Пекин официально объявил о начале расследования в отношении Джан Юся, заместителя председателя Центральной военной комиссии, и Лю Дженли, начальника Объединенного штаба. В официальных заявлениях не уточняется, в чем именно обвиняются генералы. Падение Джана Юся – событие беспрецедентное. Почти никто из китайских чиновников, против которых начинались такие расследования, впоследствии не признавался невиновным. Но Джан считался главным доверенным лицом Си Цзиньпина, они знакомы много десятилетий, еще с детства. И даже это не спасло от чисток. Эксперты газеты The New York Times называют происходящее полным разрушением высшего командования китайской армии. После отстранения Джана и Лю в комиссии осталось всего 2 человека. Председатель Си и генерал Джан Шенминь, тот самый, кто руководил предыдущими чистками. Си убрал всех, кроме одного, из 6 генералов, назначенных им в 2022 году. Генералы Джан и Лю были ключевыми в планировании и проведении учений. Их уход создает пробел в опыте и может сказаться на подготовке войск. Джан Юся, 75 лет, ранее считался защищенным от чисток. Его отец был ветераном революционных войн Мао Цзэдуна, а сам Джан прославился как офицер на передовой во время пограничного конфликта с Вьетнамом в 1979 году. Он возглавлял Главное управление вооружений, отвечающее за контракты на поставку оружия. Но именно эта работа могла стать причиной его падения. Контракты на вооружение давно ассоциируются с коррупцией, и многие, кто работал в этом управлении, тоже подверглись чисткам. Си Цзиньпину теперь предстоит вырастить новое поколение лояльных офицеров и восстановить цепочку командования. Это займет годы. Пока же краткосрочные последствия очевидны.
Вероятность резких действий против Тайваня ощутимо снизилась. В Токио прощаются с двумя главными звездами местного зоопарка – большими пандами. В конце месяца 4-летние близнецы Сяо-Сяо и Лэй-Лэй отправятся обратно в Китай. Их отъезд означает, что Япония впервые с 1972 года останется без панд. Прощание вызвало настоящий ажиотаж. Тысячи людей подали заявки на билеты, которые распределялись по лотерее. Возвращение панд в Китай планировалось заранее, но для многих оно стало символом охлаждения отношений между Токио и Пекином в последние месяцы. На этом фоне резкие заявления политиков, напряженность вокруг Тайваня и жесткая реакция Китая. Я прихожу сюда еще со времен, когда здесь были родители Сяо-Сяо и Лэй-Лэй. Такое ощущение, будто заканчивается история одной семьи. Панды дали мне так много – энергию, силы, внутреннее спокойствие. Сегодня я хотела прийти, чтобы просто сказать им спасибо. Каждый раз, когда я приходила в зоопарк Уэна, панды были здесь. Они всегда дарили улыбки и энергию. С этим связано столько воспоминаний, и осознание того, что сегодня последний день, что эта глава действительно закрывается, наполняет меня большой грустью. Но я искренне хочу, чтобы панды были счастливы. Поэтому я пришла сюда не только с печалью, но и с чувством благодарности. В Мьянме сегодня открылись избирательные участки. Финальный этап генеральных выборов на фоне гражданской войны. По прогнозам, победит партия, поддерживаемая военными, а глава хунты может получить официальную политическую роль. Прошлые два этапа голосования показали низкую явку. Около 55%. Меньше, чем 70% на выборах 2020 и 2015 годов. Голосовать будут жители 60 округов, включая крупнейшие города Янгон и Мандалай, где ситуация остается напряженной. После переворота в стране продолжается вооруженный конфликт. Хунта обещает передать власть новому правительству, возможно, уже в апреле. Международные наблюдатели, включая ООН и правозащитные организации, считают выборы формальностью, попыткой узаконить власть армии. Многие граждане бойкотируют голосование, считая его несправедливым. Результаты финального этапа могут показать, сохранится ли контроль армии или появятся хотя бы минимальные элементы гражданского участия. Но на фоне боевых действий и подавления протестов шансов на свободное голосование почти нет. Танкер «Гринч», принадлежащий теневому флоту России, прибыл во французский порт Фос-Сюр-Мер после перехвата французской армией 22 января в море Альбаран. Судно вышло из Мурманска в начале января и могло идти под ложным флагом, что позволяет России экспортировать нефть, несмотря на санкции. Сейчас танкер на якоре и передан в распоряжение прокуратуры Марселя для расследования. Вокруг судна установлены зоны ограничения. 500 метров на воде и 1,5 морских мили в воздухе, чтобы следователи могли работать безопасно. Президент Макрон сообщил, что посадка на танкер прошла в международных водах и началось судебное расследование. Перехват произошел между южным побережьем Испании и северным побережьем Марокко. В операции участвовали и военно-морские силы других стран, включая Великобританию.